Приветик, кто присоединяется. Так вот, о жизни. Она словно режиссер с пультом и сидит за чашечкой кофе и говорит, что если я подкину еще один поворот? Или несколько, в общем. У кого эта неделя прошла, ну, поделитесь информацией, у кого как она прошла эта неделя, у кого она прошла успешно, по плану, а у кого не по плану, нормально, а вроде бы ненормально, и вроде бы нормально все идет, потом бах, в общем, и проверка на выдержку. Или когда ты говоришь, я спокойна, я взрослая, я больше не реагирую. Если бы у жизни был Твиттер, она бы туда писала, когда ты наконец-то научилась или там научился, кто меня смотрит, девочки, мальчики, отпускать. Проверим-ка мы это, подкинем бывшего. Будем говорить обо всем, о вселенной, о карме, о картах поговорим. В общем, будем разговаривать обо всем. Что достану? Как же у вас, вот те, кто присоединился, в дороге Нелли пишет, как у вас прошла, карта башня вышла. Ну, вообще, карта может говорить о круговороте событий. А вообще, знаете, вот в тему Нелли я прочитала, в дороге, Нелли в дороге, да, и может карта буквально башня считала, башня может выходить на дорогу. Да-да-да. Это не говорит о том, что эта карта плохая. Карта просто движение. Скажем, о каких-то перекрестках, и может Нелли сейчас как раз, когда я достала карту на перекрестке, да, и там какие-то есть спецэффекты, если по башне. Неля, напишите, есть там какие-то спецэффекты у вас за окном? Хочу сказать, у Вселенной факт, как бы сказать, у нее нет чувства юмора, или черный юмор, это точно. Многие пишут, подписчики различные истории рассказывают, и на основании этого я там читаю комментарии, и хочется пообщаться по поводу этого. Все, решила, больше не люблю его сообщения. И вы все прощаю, в общем, да, ну, в эту тему. А так как мы любим группу BTS, то по поводу BTS я хочу сказать, да, многие, ну, например, разочаровываются в айдолах, именно в группе BTS, и пишут, вот, я любила там раньше Чунгука, я любила там раньше Тэхёна, а сейчас я не люблю. Но когда Тэхён появляется, в общем, да, на просторах Ютуба и в соцсетях, и, например, точно так же улыбнулся или там написал коротенькое какое-то сообщение, там, да, постик, все, вы уже растаяли, все. Уже опять начинаете его любить. Ну, в принципе, так, да. Если в жизни не ладится, Вселенная шутит с вами, жизнь шутит с вами, смейтесь вместе с ней, в общем, да. Потому что если не смеяться, останется только плакать. Дальше хочу с вами поговорить о карме, И многие тут, конечно, те, которые на Бусти, в телеге, и вы в курсе, что мы недавно делали такой расклад, глубокий расклад с картами Симбалон. Вот такие карты выходили. Это был лайв их с машины с Лос-Анджелеса. И я взяла то фото, где они сидят там. Тэхён в красном свитере и Чунгуком. Вот это фото взяла. И центральная карта вообще вышла вот эта. Эта карта. Карта вообще называется в Симбалоне «Черное место». Я хотела немножко вам рассказать о этих картах, потому что несмотря на то, что в телеге, на Бусти, в любом случае мне пишут, я вот вчера много прислали вопросов на расклады, реально много вопросов, но как бы все просто повторяются, крутятся вокруг одного, да, там, они общаются, они вообще там не общаются и так далее, и так далее. И если мы посмотрим, ребята пришли с армии, и сколько они нам дали, в общем, какой-то информации, что они общаются. Много дали информации. Но все равно, как бы пишут такие вопросы, ой, я в сомнениях, они вот не разговаривают, их не видно. Ну, если их не видно, это не значит, что они там не разговаривают, да? Ну, вернемся к Симбалону. Вот такие карты. Если вы посмотрите внимательно, такая карта
Серьезно, здесь прямо на рисунке нарисовано какой-то идет обряд. То есть стоят люди, в общем, да, они в одном потоке. Здесь такая атрибутика на карте нарисована, и пентаграмма, и здесь что-то... люди какие-то сидят, вот смотрят, да, на проведение этой мессы. В общем, карта говорит уж точно о объединении, о союзе. Это оракул, символон. Комментарии под видео. Что вы думаете о этой карте? Но карта уж точно говорит о взаимоотношениях. То есть не факт, какие эти отношения. Мы не анализировали какие-то отношения. Мы не будем заглядывать очень глубоко, куда нам не следует заглядывать. Да, они к нам не пришли, они не задают вопросы, что касаемо их вот этого союза. На вопрос, что у них сейчас, как бы они общаются, не общаются, есть ли у них взаимоотношения, и вышла такая карта. Вот напишите, что вы думаете о этой карте. Вот эта карта, если выходит, то она, в принципе, рассказывает о взаимоотношениях. Но самое основное в этой карте, что человек четко знает, да, чего он хочет, куда он пришел, зачем пришел. Если в этой карте, например, давление какое-то партнера на друг друга, я же говорила, мы не будем так глубоко заглядывать в эти карты. Но то, что, допустим, карта реально говорит о каком-то союзе, это да. Намекает на таинство, то есть мы видим на картинке даже, они там ведут эту мессу, да, и в принципе они в таком тесном кругу, их лиц не видно, то есть закрыто, кто там, капюшоны у них надеты и так далее, то есть явно карта намекает на тайный союз, то есть они общаются, но в таком закрытом формате, от армии, то есть они не показывают это на люди, то есть, возможно, это там, если мы возьмем карту, здесь какая-то церковь там или еще чего-то, или еще она, возможно, закрыта. Посетители зашли те, кто там должен быть, да, вот, вход тем, которым дозволено, то есть, понимаете, да, какая карта. Две рядом карты были, вот такие две карты, и на что они намекают? Вот напишите. Вот эта карта в символоне называется аборт. И вообще она тоже говорит о взаимоотношениях. Карты вышли непростые на их взаимоотношения. Добрый вечер, Айша. Все три карты вышли непростые. И одна из них карта, особенно вот эта, она связана с кармическим. Вообще карты все связаны с кармическим, с предназначением, но особенно вот эта карта. Какие-то действия есть в этой карте, которые происходят с человеком, они могут передаваться особенно по материнской линии, потому что здесь мать и ребенок. Но посмотрите внимательно на эти две карты. То есть в одной карте огонь, а в другой карте вода. Понимаете, да? Вот смотрите, как они интересно вышли. Огонь, вода. И по карте тайный союз. Вот так вышли карты. И потом я просто специально вам взяла, потому что не все на бусте, и в любом случае там пишут. И я специально вам взяла эти карты, чтобы вы посмотрели на эти карты, какие вышли карты. Понимаете, да? Естественно, я их сейчас заранее приготовила, но в раскладе я их там достаю, в общем, да, и это видно на видео, что я их достаю из колоды. В колоде 80 карт, и поэтому, естественно, вышли те карты, которые описывали именно их взаимоотношения. Вопрос был такой. Я проводила анализ, я не знаю, в телегу я бросала или нет, но вот я немножко зачитаю этот анализ, но полный анализ я брошу в телегу «Реальные отношения Тэхёна и Чонгука». У нас есть такая телега. Мы там разбираем такие, в общем, какие-то ситуации. И хочу сказать, что мы, в общем, также и разбирали, делали расклад на поздравление от Тэхёна Чонгуку. И он его поздравил не один раз, он так его открыто поздравил в этом году, он выгрузил видео, а потом еще и на мероприятии также его поздравил и как бы дал рекомендации армии: идите и поддержите Чонгука, он сегодня именинник, и это ему нужно больше всего. В общем, вот так, я своими словами.
тот, кто говорит, что они не общаются. Было видео, еще музыкальное сопровождение. Романтическое было сопровождение. В этом музыкальном сопровождении рассказывалось о артисте, о его, ну, например, какой он путь прошел, о поиске подлинного чувства. И вот, например, что касаемо поздравления, выбора песни, это не случайно в контексте Тэхёна Чонгука. То есть реально песня была подобрана вообще идеально в плане того, что сказать. Например, вот строка «Я уйду сегодня ночью, думаю, тебя не увижу». Эта строка может символизировать разлуку, неизбежную в их жизни гастроли служба публичность. Эта строчка в песне, она и говорит о том, что даже если не рядом физически, ты всегда во мне, и я ухожу, но не ухожу от тебя. Да? Работа, ну и мне много также сегодня написали, сделайте расклад, полетел ли с ним Чонгук, в общем, в Лос-Анджелес. В общем, у них много-много работы, и поэтому, я думаю, они не будут ездить друг за другом, потому что у каждого есть расписание. В общем, я сегодня на сцене просто ради любви, такая фраза была тоже в песне. Здесь сразу приклеиваются эти строки к образу Чонгука. Он буквально на сцене. И Тэхён как бы говорит: ты живешь сценой, а я горжусь тем, как ты сияешь. Это в песне. Это песня, музыкальное сопровождение к дню рождения. Еще раз скажу. Все, что ты делаешь из любви, и это я вижу. И им нужен я только потому, что я следующий. Строка про давление славы, ожидание, одиночество за кулисами. Выбор этой песни намекает, что Тэхён понимает, каково быть Чонгуком, тем, кто всегда в центре внимания, кому не дают права на простые чувства. И между строк, как бы здесь можно было добавить в тему того, что я сказала: ты не один, я знаю, каково это, мы вместе против этого шума. И, кстати, постоянно что-то Чонгук об этом, Тэхён об этом намекает, вот, в своих каких-то постах. В общем, обращайте на это внимание. В таком ключе разбираем. И в телеге там, если, допустим, там пишут те, кто подписан, вот, в личку мне пишут, да, вот, разберите это, мы тогда разбираем. Не только с карты Таро, но плюс астрологические еще, плюс еще вот логические. В общем, в таком ключе. Атмосфера видео, то видео, которое он выгрузил, не просто мы есть, понимаете, да? Тэхён там смотрит с Об этом, знаете, почему меня навеяло это об этом сказать? Потому что как-то вчера я заметила, очень много об этом говорили, да, там вот на просторах социума именно эта тема затрагивалась. Тэхён смотрит с легкой улыбкой, Чонгук что-то говорит, и между ними ощущается уют, доверие, энергия настоящего момента. Видео Тэхён подобрал не случайно, понимаете? Какие-то нейтральные цвета, фон, и на которых главное они, акцент на них, понимаете, да? И много такого я видела, заметки писали, что Чонгук, он более такой необщительный и замкнут, с Тэхёном он расцветает. И в принципе, вот и в видео также было подобрано Тэхёном. И музыкальное сопровождение, он выгрузил какое-то старое видео, то есть прям не с дня рождения, понятно. Но это было очень трогательно. Видео говорило о том, что они вдвоем проводят время, счастливы. В общем, это своего рода как видео воспоминание. И напомни Чонгуку, что я храню, я помню. И это все живо. Не просто поздравление, а это поэтическое признание, выражение. Пусть это чужая песня, да, не под свою песню, но, в принципе, она как бы, я думаю, долетела до адресата и до всех фанатов. Разбирали, естественно, и сегодня песня там такая, да, музыкальное сопровождение под сторис Тэхёна, надеюсь, вы тоже это видели. Интересная лирика. Эти карты, вот просто огонь, вода и, в общем, вот. Здесь может карты говорить о их энергетике, то есть один огонь, второй вода, и вот их скрепляет, да, вот. Союз, в общем, видите, да, вот такие карты вышли.
В общем, я хочу сказать, в этом союзе есть что-то свое, понимаете? Свой идол, которому они поклоняются. То есть, понимаете, насколько они близки, если вышла такая карта? Или Анна Штыхён опять с красной нитью? Ну да, вы же видели, да, все обратили на это внимание, красная нить у него. По поводу красной нити, дождь, ну очень мило Нелли пишет. Дождь, красную нить мы разбирали в телеге, очень подробно разбирали. И расклад тоже на красную нить делали, в общем. Подписывайтесь в телегу, на Бусти, приходите, в общем... смотрите, да. Грубо карта вот своего рода такого посвящения в этот союз, в общем, да. Есть союз, тайно скреплен, в общем, какими-то обязательствами. Ну, тут можно сказать, в общем, прошли через огонь, в общем, все было на пути, в общем, что касаемо этого союза. В случае, эта карта больше говорит, знаете, может говорить о закрытости. То есть они не афишируют свои взаимоотношения, в общем, для всех. Вот. Потому что карта своего рода, она такая, видите, она хоть и вода, ну, вода тут, она называется, эта карта Снежная королева, понимаете, да? Но это не говорит, потому что, понимаете, здесь важно, как карты ты достал. И на вопрос, есть ли у них отношения или нет, да, там общаются они. Вот смотрите, можно так сказать, было в раскладе, да, Снежная королева, можно было бы сказать, что они не общаются, потому что заморозка, да, королева снежная, вот. А вот эта карта, видите, огонь, можно сказать, что общаются. И я задаю вопросы, могут прям в тему вопроса две карты, там общаются, не общаются. И карта вышла союза, понимаете, да? Не демонстрируют, но, в общем, устойчивый, да, устойчивый союз.